Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике я вяжу небольшую сумочку кроссбоди всего из одного мотка трикотажной пряжи. Сумочка стильная и очень удобная, вяжется легко и быстро. Готовое изделие у вас получится всего за один вечер с минимальными затратами. Мне потребуется моток трикотажной пряжи, кнопка застежка и цепочка. Изделие прекрасно смотрится как с дорогостоящей фурнитурой, так и с бюджетной. Также прекрасно будет смотреться из полиэфирного шнура. Для того, чтобы вы легко ориентировались и могли связать сумку из любого материала, по ходу вязания я озвучу рядность, количество петель и размеры моих заготовок в сантиметрах. Я вяжу из трикотажной пряжи Бисквит. Это 100% хлопок. В 100 метрах нити 330 грамм. Цвет горчица. Ссылку, а также свой промокод на скидку для приобретения необходимых инструментов и материалов я оставляю в описании под этим роликом. Приступим к работе. В комментариях часто встречается вопрос, как постирать сумку, корзину или декор. Отвечу так: для того, чтобы изделие не потеряло форму и первозданный вид, ограничьтесь ручной стиркой и замачиванием. Для себя я остановилась на пятновыводителе Easy Clean. Он содержит большую концентрацию активного кислорода, экологичен и гипоаллергенен, что позволяет удалять загрязнения любой сложности бережно. Любимые вещи прослужат долго, не потеряют цвета, уйдет эффект потертости. Просто растворить средство в горячей воде в нужных пропорциях. Эффект проявится на глазах. Пятновыводитель универсальный и подходит не только для одежды. Заказать можно на Валберес через поиск, артикул или ссылку, которую я оставляю для вас в описании под роликом. Бренд Easy Clean специализируется на средствах и аксессуарах для уборки, делая акцент на качество и безопасность. Нить для вязания я буду подматывать с опоры, для того, чтобы она была не перекручена и в полотно поступала ровно и аккуратно. Беру край начала нити, набрасываю на крючок, так, чтобы край был позади, перевожу его вперед. И подхватываю основную длину нити, создаю первую петлю. Сумка будет состоять из 3 деталей. 2 одинаковые, это боковина, и одной центральной. Сейчас я вяжу центральную деталь. Создаю цепочку из 14 воздушных петель. Готово. Теперь пропускаю первую точку. Точки для провязывания — это задняя перемычка. У меня остается 13 точек для провязывания. Вставляю крючок в заднюю перемычку и провязываю столбик без накида. Таких столбиков до конца ряда получится 13. Первый ряд провязан. Его размер 13 сантиметров. Если вы вяжете из полиэфирного шнура, ориентируйтесь на размер в сантиметрах. Провязываю петлю подъема и переворачиваю полотно. В каждом четном ряду буду делать добавления в центре заготовки. Поэтому из 13 петель провязываю только 6 в заднюю полупетлю кромочной косы столбиками без накида. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая точки провязаны. Далее у меня добавка. Добавку я буду провязывать за обе дужки кромочной косы, чтобы по полотну не было отверстий. Первый столбик, второй и третий столбик в эту же точку. Провязав 3 столбика в одну точку, я добавила 2 столбика в ряд. Далее возвращаюсь к вязанию столбиков за дальнюю полупетлю кромочной косы. До конца ряда снова у меня их 6.
Добавление приходится ровно на центр. 4, 5 и 6 точка. Готово. Петля подъема. Переворачиваю полотно. В третьем ряду вяжу без добавлений. Точно так же вставляя крючок в дальнюю полупетлю кромки и провязывая столбикой без накида. Так как в прошлом ряду я добавила 2 столбика, в этом у меня 15 столбиков или точек для провязывания. Вяжу до конца ряда. Далее схема будет повторяться. Я уже провязала петлю подъема, переворачиваю полотно. В 4 ряду в центре детали мне нужно сделать добавление, провязав 3 столбика в одну центральную точку. Так как петель 15 уже, провязываю 7, добавление 7. И так в каждом четном ряду мне нужно провязать 6 пар рядов, то есть 12 рядов таким способом. Напоминаю, что добавление я провязываю, в отличие от всего полотна, за обе дужки кромочной косы. Вставляю крючок и подхватывая 2 нити, для того, чтобы не было отверстий по полотну, по центральной части сумки. У меня провязано 6 пар рядов, в каждом четном добавление 1, 2, 3, 4, 5, 6. В последнем ряду 25 петель, 11 петель с одной стороны добавки, 3 петли в одну точку, 11 петель с другой стороны. Размер на этом этапе 12 до угла и соответственно 12 до края. Толщина по центру 15 сантиметров. Это по сути глубина сумочки. Теперь петля подъема. Переворачиваю полотно. С этого момента я вяжу за обе дужки кромочной косы. Столбики без накида. Достаточно плотно и туго стараюсь. Так мне нужно провязать 7 рядов без добавлений за обе дужки. Это донышко сумки, оно должно быть плотнее и каркаснее. Итак, провязываю 7 рядов. Еще раз, вот последнее добавление: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И следующий ряд уже начнет формировать противоположную сторону. Здесь у меня по лицу убавление, и в этом ряду у меня точно так же убавление. Продолжаю вязать за заднюю полупетлю кромки. У меня было при переходе на дно 11 столбиков между добавлениями. Сейчас я вывязываю 11 столбиков до первого убавления. Убавку я точно так же провязываю за обе дужки. Первая, в следующую точку за обе дужки вторая и в следующую точку третья петля за обе дужки. Провязываю 3 петли вместе. Далее продолжаю за дальнюю полупетлю вязать 11 столбиков до конца ряда. Убавки пойдут точно так же через ряд. То есть, если это первый ряд, в каждом нечетном, второй ряд без убавлений, третий с убавкой и так далее, пока не останется исходное количество петель. Напоминаю, начинала вязать я от 13 петель. Вот сейчас 25 минус 2, у меня 23 петли. По-другому мне нужно провязать точно так же 6 пар рядов с убавлениями.
Я пришла к исходным 13 столбикам. Последний ряд провязан без убавлений. И здесь по изнанке я также себя проверяю. 1, 2, 3, 4, 5, 6 пар рядов, то есть 12 рядов у меня провязано от донышка. Здесь я отрезаю нить с небольшим запасом для того, чтобы спрятать его в полотно. И откладываю эту деталь в сторону. Сейчас мне необходимо связать боковины. Я создаю цепочку из 8 воздушных петель. Первая петля по аналогии и 8 воздушных. У меня получается 7 точек для провязывания. Также в заднюю перемычку, пропуская последнюю, она уходит на петлю подъема, я вставляю крючок и провязываю столбики без накида. Еще раз, до конца ряда у меня получится 7 столбиков. Третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Здесь мне нужна немного округлая форма основания, поэтому я буду делать добавление. Добавлять буду только в конце ряда, то есть вот 7 столбик, и в эту же точку я провязываю 8 столбик. Петля подъема, переворачиваю. Каждый ряд вяжется за обе дужки кромочной косы. Пропускаю петлю подъема и теперь уже вяжу 8 столбиков до конца ряда. Здесь в конце ряда я тоже буду делать добавления. Эти добавления я буду делать всего 4 раза. У меня из 7 начальных точек для провязывания получится 11. Снова конец ряда, провязываю 8 и в эту же точку 9 столбик. Петля подъема, в следующем ряду 9, 10 добавляю, потом 10, 11 добавляю. Так в конце ряда добавляю по одному столбику, пока из 7 не получится 11. Четвертым рядом я добавила последний 11 столбик. Петля подъема, переворачиваю и сейчас продолжаю вязать из ряда в ряд 11 столбиков без добавлений и убавлений. Всего мне нужно 12 рядов или как здесь 6 пар рядов. То есть эта боковина соответствует этой части, рядность должна совпадать. И 7 рядов донышка соответствуют 7 начальным столбикам набора боковины. Обращаю ваше внимание, возможно, вы измените размер изделия или из другого материала у вас другое количество петель. Продолжаю вязать в общей сложности с первым 12 рядов. Боковая часть готова. Я оставила запас нити для того, чтобы проложить шов по 3 сторонам детали. Таких частей мне нужно 2. Глубина 13 сантиметров, ширина 11,5 сантиметров. Вторая тоже у меня готова и с точно таким же запасом нити. Перехожу к сбору сумочки. Для себя вы можете выбрать любой вид шва, но я выбрала выразительный, жесткий, он придаст дополнительного каркаса изделию. Беру боковую часть с нитью для пришивания, вставляю крючок напротив первого ряда, чтобы захватить прям вот 3 нитки, чтобы было все жестко и крепко. Подтягиваю рабочую нить. Боковая деталь оказывается под центральной деталью. Далее вставляю крючок в следующую точку, захватывая 3 нити. И здесь, соответственно, в точку второго ряда подхватываю рабочую нить и
провязываю соединительную. Так далее. Вставляю крючок напротив каждого ряда. Здесь и здесь ряды у меня соответствуют, поэтому точка приходится на точку боковой детали. В тот момент, когда закончились горизонтальные ряды, здесь у меня закончились точки для пришивания. Перехожу теперь на донышко. По дну то же самое, соответствие точек. У меня 7 рядов ширина дна по центральной части и 7 точек для пришивания по боковой части. В последние кромочные петли вставляю крючок, вытягиваю последнюю петлю и завершаю пришивание. Противоположную сторону по аналогии. Здесь лишь ориентируюсь на этот шов, чтобы шов с этой стороны смотрел в ту же сторону. Если я начну с противоположной стороны, шов будет идти вниз, а здесь вверх. Мне нужно, чтобы швы смотрели в одном направлении. Моя сумка готова, очень стильная и красивая. Необычная форма не оставит равнодушных. Размер моего изделия по верхней узкой части 21 сантиметр, по более широкой части основания 27 сантиметров. Глубина без учета толщины дна 14 сантиметров. Также можно дополнительно декорировать цепь пряжей или изготовить кисточку. Но обращаю ваше внимание, одного мотка нити хватило только на полотно сумки. Если вам нужны дополнительные аксессуары, возьмите пряжи с запасом. Все необходимые ссылки по изготовлению фурнитуры и оформлению цепочек для ручек оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!